Вы когда-нибудь задумывались, глядя в эти загадочные, почти инопланетные глаза своей кошки, что она на самом деле пытается вам сказать? Мы привыкли воспринимать их поведение как нечто милое или забавное, но правда в том, что за каждым движением хвоста и каждым прищуром скрывается целый язык, который большинство людей понимает совершенно неправильно. Эти знаки – одни из самых эмоционально заряженных вещей, которые может сделать ваша кошка. И если вы прочитаете их неверно, а большинство владельцев так и делают, вы можете незаметно разрушить то самое доверие, которое она вам предлагает. Ваша кошка – это высокоточный хищник в меховом костюме, чья биология и инстинкты оттачивались миллионы лет. В ее сознании вы не просто хозяин. Для нее вы самое важное существо в ее мире, и она постоянно ведет с вами диалог, надеясь, что вы наконец-то начнете ее слышать. Сегодня мы разберем тайные признаки кошачьего языка, которые изменят ваши отношения навсегда. Часть 1. Медленное моргание «Я доверяю тебе свою жизнь». Замечали ли вы когда-нибудь, как ваша кошка пристально смотрит на вас, а затем медленно, почти лениво закрывает глаза, будто засыпает прямо на ходу? Большинство людей думают, что это просто сонливость или скука, но на самом деле это самая уязвимая вещь, которую кошка может вам сказать. Чтобы понять это, нужно вспомнить, кто такая кошка. Она хищник, но в то же время и добыча, достаточно маленькая, чтобы стать обедом для койота или ястреба. Вся ее нервная система построена вокруг одного железного правила – всегда быть начеку. Глаза должны быть открыты, угрозы отслежены, пути отхода намечены. Для существа, созданного таким образом, добровольное закрытие глаз рядом с другим живым существом – это не отдых. Это смертельно опасная азартная игра, где на кону стоит ее жизнь. Когда кошка медленно закрывает глаза, глядя на вас, она делает осознанный выбор перестать следить за опасностью. Она буквально говорит вам: «Мне не нужно за тобой приглядывать. Из всего, что есть в этой комнате и может мне навредить, ты единственное существо, которому я решила довериться с закрытыми глазами». Это не мелкий жест, это признание. И самое прекрасное в том, что вы можете ответить ей тем же. Исследователи из университета Сассекса провели эксперименты и обнаружили, что кошки с гораздо большей вероятностью ответят медленным морганием человеку, который моргает им первым. Более того, они охотнее подходят к руке незнакомца после такого обмена сигналами. Моргание — это не случайность, это настоящий диалог. Попробуйте сегодня вечером. Посмотрите на свою кошку, расслабьте лицо и медленно закройте глаза. Скорее всего, она ответит. Это самое близкое к словам «я тебя люблю», что есть в арсенале вашей кошки. Часть 2. Красные флаги. Я серьезно? Отступи. Случалось ли такое, что ваша кошка кусала или царапала вас, казалось бы, из ниоткуда? Вы клялись, что не было никакого предупреждения. Но вот вам горькая правда. Предупреждение есть почти всегда. Просто вы не умели читать знаки. Кошки всегда дают вам обратный отсчет перед тем, как вступить в физический контакт. И как только вы научитесь его видеть, внезапные нападения практически прекратятся. Обычно это происходит в 3 этапа, которые следуют в одном и том же порядке. 1. Хвост. Это не мягкое покачивание довольного кота. Это резкие удары или сильное похлопывание по полу. Если у собак виляющий хвост означает «привет», то у кошек ровно наоборот. Хвост — это манометр давления. Чем быстрее он движется, тем ближе кошка к пределу своего терпения. 2. Уши. Следите за тем, как они разворачиваются назад и прижимаются к черепу. Владельцы часто называют это ушками, самолетиками. Кошка больше не направляет их на вас. Она прижимает их, чтобы защитить, как вы бы сжались перед ударом. Плоские уши — это физическая подготовка к драке, которой она на самом деле хотела бы избежать. 3. Замирание. Самый пугающий знак, потому что он выглядит как отсутствие опасности. Все затихает. Хвост замирает, тело каменеет, и на долю секунды кошка кажется спокойной. Но это не спокойствие. Это последняя секунда перед прыжком, момент, когда хищник застывает перед броском.
Люди часто тянутся к кошке именно в этот момент замирания, принимая его за покорность. Именно тогда в ход идут зубы. Когда вы видите, что хвост заходил ходуном, а уши опустились, просто уберите руки. Дайте ей пространству. Она не отвергает вас. Она честно общается на единственном языке, который у нее есть, и доверяет вам в том, что вы ее услышите. Владельцы, которых кусают не неудачливые, они просто перебивают свою кошку, когда она пытается что-то сказать. Часть 3. Обряд присвоения. Ты принадлежишь мне. Бывало ли так, что кошка маршировала прямо к вам и с силой втыкалась головой в вашу руку или терлась, щекой о вашу ногу, будто она здесь главная? Знаете, в чем секрет? Она действительно так думает. Этот удар головой– это оформление документов на право собственности. На щеках, подбородке и лбу кошки расположены пахучие железы. Когда она трется этими местами о вас, она не просто проявляет ласку, хотя это тоже правда. Она оставляет на вас свою невидимую подпись, метку запахом, которая гласит «этот мой». В мире кошек запах— это все. Это то, как они составляют карту своей территории, как отличают свое от чужого и как решают, кто входит в их семью. Когда кошка вжимается лицом в ваше тело, она буквально вписывает вас в семейный запах группы, смешивая свой аромат с вашим до тех пор, пока вы оба не начнете восприниматься как единое целое. Мы привыкли считать себя хозяевами. Мы покупаем еду, чистим лоток, мы главные, но в сознании кошки все наоборот. Вы не персонал, вы ее человек. Вы помечены, учтены и включены в ее крошечный внутренний круг существ, которых стоит защищать. Этот бот головой не просьба, это тихое заявление о том, что вы принадлежите ей. И, честно говоря, быть выбранным существом, которое не доверяет почти никому, это одна из лучших вещей, которые могут случиться с человеком. Часть 4. Прямая линия «Ты мне нужен прямо сейчас». Знаете ли вы, что кошки почти никогда не мяукают друг на друга после выхода из котячьего возраста? Взрослые кошки общаются между собой в основном через запахи и язык тела. Тот короткий писк, трель или настойчивое мяу, которые они направляют прямо на вас, это язык, который они изобрели специально для людей. Они поняли, что мы абсолютно безнадежны в чтении всего остального. Поэтому, когда кошка смотрит вам прямо в глаза и мяукает, это не просто шум, это прямая линия связи. Со временем они выучивают, какие именно звуки быстрее всего привлекают ваше внимание. Если вы прислушаетесь, вы заметите, что у вашей кошки есть небольшой словарь, который она использует только с вами и на который она ожидает ответа именно от вас. У нее может быть мягкое приветственное чириканье, голодный вой или настойчивое плоское «мяу», которое означает «иди за мной к пустой миске прямо сейчас». А еще есть кошка, тень, которая следует за вами из комнаты в комнату, сидит под дверью ванной и появляется в ту же секунду, когда вы где-то присели. Мы часто шутим, что кошка-липучка, но посмотрите на это иначе. Из всех безопасных мест в доме она раз за разом выбирает быть рядом с вами. Ваше присутствие — это то, что делает комнату правильной. Это не навязчивость. Это ваша кошка говорит вам, что вы для нее база, тихая гавань и центр мира. Часть 5. Флаг примирения. Я так рад, что ты дома. Замечали ли вы, как хвост вашей кошки взмывает вверх, как только вы переступаете порог дома? Не низко, не распушено, а прямо как флагшток, возможно, с небольшим завитком или крючком на самом кончике. Эта крошечная деталь — один из самых ясных дружелюбных сигналов, которые может подать кошка. Исследователи, изучающие поведение кошек, включая известную работу Кафацу и Натоли, обнаружили, что поднятый вверх хвост — это основной способ, которым кошки сигнализируют о своих мирных намерениях. Этот жест берет начало в детстве. Котята бегут к матери с высоко поднятыми хвостами в знак приветствия. Самое интересное, что дикие предки домашних кошек, ведущие одиночный образ жизни, почти не используют этот сигнал. Похоже, домашние кошки развили этот вертикальный флаг в процессе жизни с нами и друг с другом. Это видимый сигнал, который гласит «Я прихожу с миром».
Мягкий крючок на кончике хвоста в сочетании с расслабленным телом — это портрет кошки, которая искренне счастлива, что вы пришли. Да, иногда этот хвост также означает, что завтрак задерживается и вас пытаются умаслить. Но даже тогда сигнал под этим остается прежним. Это жест, который они используют для семьи, а не для чужаков. Самое важное здесь то, что кошка принимает решение об этом приветствии до того, как вы успели что-то сделать. Вы еще не открыли консервы, вы еще не сели на диван, вы еще не заслужили это в моменте. Хвост поднимается просто при виде вас. Это значит, что в своей основе этот жест не о еде, а о вас. Кошки, которые делают так чаще всего, это те, кто за много обычных дней понял. Ваше возвращение — это всегда хорошая новость. Часть 6. Высшая тайна ролл животом. А теперь тот самый знак, который почти каждый владелец понимает совершенно превратно. Ваша кошка падает на спину, подставляет мягкий живот и смотрит на вас. Большинство людей тут же тянутся, чтобы погладить пушистый животик. Через полсекунды в руку вонзаются когти, задние лапы начинают яростно лягаться, а человек недоумевает. Что я сделал не так? Ответ прост. Вы ответили не на тот вопрос. Вспомните медленное моргание и то, какую цену платит животное за чувство безопасности. Живот — это та же идея, доведенная до предела. У кошки на животе нет никакой защиты, только жизненно важные органы прямо под поверхностью кожи. В дикой природе подставить живот — это последнее, что кошка сделала бы рядом с кем, то, кому она не доверяет. Поэтому, когда кошка падает перед вами и показывает его специально, глядя вам в глаза, осознайте масштаб происходящего. Это не приглашение к поглаживанию, это исповедь. Она говорит вам, что вы самое безопасное существо в ее мире. И именно поэтому поглаживание живота часто заканчивается атакой. Она не ложилась для того, чтобы ее чесали. Она легла, чтобы показать вам свое полное доверие. А большинство людей в ответ хватают ее за самое уязвимое место, которое кошка инстинктивно обязана защищать. Кошка делает то, что велит инстинкт, а человек чувствует себя отвергнутым. Но вас не отвергли. Вам предложили самое глубокое доверие, которое есть у кошки, а вы просто перебили ее сообщение, пытаясь схватить посла. Конечно, есть исключения. Некоторые кошки, которые годами строили отношения со своим человеком, действительно могут наслаждаться поглаживанием живота. Но это исключение, а не правило, и они заслужили это право за долгое время. Пока вы не уверены на 100%, что ваша кошка это любит, уважайте этот жест. Поговорите с ней мягко, положите руку на ее грудь или сбоку, или просто наслаждайтесь моментом, ничего не трогая. Вы ее выбор. Когда ваша кошка делает все эти маленькие вещи, моргает, бодает головой, следует за вами, она постоянно подтверждает один и тот же факт. Для хищника, который по своей природе не должен доверять никому, вы стали исключением из всех правил. Берегите этого маленького сородича. Помните, что за ее тишиной скрывается глубокая преданность. И в следующий раз, когда вы вернетесь домой и увидите этот хвост, флагшток, знайте, в этом огромном мире вы тот самый человек, которого выбрали. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Она только что медленно моргнула вам. Это значит, что ваша связь крепче, чем вы думали. Поделитесь в комментариях, какой из этих знаков ваша кошка подает чаще всего. Давайте вместе учиться понимать этот великий молчаливый язык любви.